Почему в Советском Союзе повсеместно высаживали тополя? Лет 15 назад у нас в городе стали активно вырубать тополя. А они с советских времен вымахали выше 9-этажных домов. И вот когда эти огромные деревья вырубают, дворы выглядят совсем голыми. Становится как-то печально. Тополиный пух до сих пор актуальная проблема для некоторых городов России и СНГ. С начала сезона размножения этих растений улицы покрываются воспламеняемым и вызывающим аллергии семенами. Коммунальные службы не всегда успевают справляться с ними, и поэтому у многих возникает закономерный вопрос: зачем же тогда сажали в свое время эти деревья? Зачем спустя 50, а то и более лет их теперь уничтожают по всей стране? Давайте разбираться с этим вопросом. Проект тополя для всех городов. Для осуществления этого проекта нужно было найти растение, которое не требует ухода, не будет плохо расти из-за обилия автомобильных газов и других выхлопов, а также будет долго стоять во взрослом виде, не требуя замены. Тополя прекрасно подходят по всем этим параметрам. Это многолетнее растение, жизненный цикл одного дерева составляет примерно 100 лет. А еще не только выдерживает, но и впитывает в себя и перерабатывает вредные вещества. В СССР тополя начали активно высаживать в 50-х годах прошлого столетия. Но это были годы после Великой Отечественной войны, когда страна восстанавливалась из руин. Заново нужно было застроить и привести в порядок огромное количество городов и сел. Параллельно проводилась и программа по их озеленению. В рамках ее реализации Иосиф Сталин дал распоряжение о повсеместной высадке тополей. Работы проводились массово и с большой скоростью. Не ради экономии времени, а ради того, чтобы в ближайшие 10-15 лет тополиные высадки уже начали выполнять свою работу. Несмотря на продолжительный жизненный цикл, тополь относительно медленно растет. Фаза активного роста длится от 20 до 40 лет. Тем не менее, выполнять свою функцию растение может уже в первые несколько лет. Что тополя выращивали специально, это и так очевидно. С оглядкой на их ровные ряды не вокруг городов, а рядом с ними, вдоль основных трасс. Также посадки были и внутри городов, преимущественно в спальных районах. Чем более густонаселенным был район, а именно такими были типичные советские микрорайоны нового жилья для рабочих, тем больше там было посадок. Кроме того, тополя являются биологическим фильтром, который поглощает загрязняющие вещества. Собственно, именно поэтому эти деревья и сажали вдоль дорог. Они устойчивы к загазованности, а на их ветках располагается много листьев, которые выделяют большое количество кислорода в окружающую среду. Это дерево настоящий рекордсмен в плане выработки кислорода и отдачи его в окружающую среду. К слову, один тополь вырабатывает в сутки столько кислорода, сколько необходимо для дыхания 4 человек. В результате реализации программы озеленения к концу 60-х годов вся Москва была засажена тополями. При этом изначально по распоряжению Иосифа Сталина столицу собирались засаживать деревьями мужского пола, так как они не производят пух, который переносит пыльцу растений и пыль, заставляя граждан страдать от аллергии. Однако Никита Хрущев настоял на том, чтобы не тратили время на отбор тополей мужского вида, а сажали все подряд. Также стоит отметить, что немаловажный фактор, заставивший выбрать тополь для высадки в городах, его компактность. В один ряд можно было посадить больше именно этих деревьев, чем, к примеру, каштанов или кленов. К тому же вытянутая форма кроны сокращала риск падения веток до минимума, и обрезка их требовалась, когда дерево уже доходило до крайней степени ветхости, а к тому моменту обычно их успевали убрать. Таким образом, определяясь между несколькими видами растений, руководство Советского Союза отдало предпочтение тополям. Многие могли бы возразить, что тополь растение вредное, так как из-за него города летом терпят крупные неудобства. На отдельные аллергики, чей процент в популяции всегда достаточно большой, в том числе среди детей, и вовсе испытывают недомогание. Только вот в сезон летней аллергии тополь не виноват. Честно говоря, аллергия конкретно на тополиный пух явление очень редкое и с трудом доказуемое. Все дело в том, что сезон размножения тополя совпадает с периодом наибольшей активности растений и аллергиков. Организм людей, страдающих аллергией, обычно реагирует сразу на несколько раздражителей, но так как тополиный пух виден, то винят зачастую его. А прочий вред от тополиного пуха значительно преувеличен. Даже в районах, которые сплошь засажены этими растениями, количество пуха никогда не достигает отметки, при которой действительно представляет опасность в плане возможного пожара. Редкие случаи исключения, к тому же произошедшие из-за намеренного некомпетентного поджога. Нужны ли тополя сейчас? Нужны. И их до сих пор высаживают.
Исчезновение пуха, а сейчас даже в активный сезон тополиного пуха совсем мало, многие связывают с тем, что тополь просто перестали высаживать, но это не так. Деревья по-прежнему активно высаживают, заменяя старые деревья. Пропажа пуха связана с тем, что наука шагнула вперед в сравнении с той, что была в Советском Союзе. Во-первых, выяснилось, что мужские особи тополя пуха не дают, следовательно, им отдали предпочтение при высадке, полностью исключив женские. Это никак не повлияет на популяцию дерева, так как городские и придорожные тополя все равно высаживают искусственно, под полным контролем человека. Во-вторых, уже есть селекционно выведенные породы тополя, от которых совсем нет никаких проблем. А что вы думаете по этому поводу? Напишите свое мнение в комментарии под этим видео. Я лично считаю, что мнение каждого полезно и важно. Надеюсь, я вам понятно все объяснил. Если это так, поставьте лайк этому видео, подпишитесь сразу на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых интересных видео. Также рекомендую вам сразу отправить ссылку на это видео своим друзьям и знакомым через мессенджеры. Думаю, это будет им тоже интересно. А сейчас не теряйте времени, переходите дальше на канал и смотрите другие познавательные истории, которые мы для вас приготовили.